Приветствую всех зрителей канала. В сегодняшнем выпуске мы поговорим про КМ-конденсаторы. Какие они бывают, какие группы и так далее. Так как много вопросов по сортировке КМ-конденсаторов, я обычно в телеграм-канале все объясняю и подсказываю. Но я думаю, что лучше будет сделать отдельное видео на эту тему. Мы сейчас полностью проговорим про КМ-конденсаторы, а затем уже перейдем к распаковочке посылок от зрителей канала. Начнем с зеленых КМ-конденсаторов. Сейчас мы расчертим табличку небольшую по зеленым КМ-конденсаторам. То есть тут у нас будут оранжевые, а здесь у нас будут зеленые. Пишу зеленые. Зеленые. У нас первое, с чего мы начнем, это с самой дешевой группы зеленых. Это у нас 3В, 3F, какие там еще есть, 3D, наверное. Ну, в общем, троечки. Они все троечки, я вот так вот буду вблизи показывать. Все троечки, они вот в такой форме, все вот такой вот формы. Маленькие КМки, вывода у них по бокам. Вот, можно увидеть маркировку. Здесь у нас 3В. Вот такие вот они. Они все однотипные. То есть неважно, какая буква на конце, самое главное вот троечка. Это самая дешевая зеленая КМка. Пишем. Я вот так вот сюда их буду складывать, чтобы зрительно было, да, понятно. В принципе, видно, да. И сразу буду писать цену. Цена у них на троечку получается 21 гривна грамм. Но это очень будет полезно для тех, кто реально сортирует КМки, а не насыпом. Потому что я их не сортирую, так как вот это, особенно когда большое количество, мелкие вот эти вот маркировки, разглядывать их, там сортировать. И, ну, по зеленым вообще как бы особо там смысла нет никакого, если оно все насыпом. Чаще всего приезжает реально общая группа, там и троечки вот эти могут попадаться и так далее. Я как бы не выбираю, я их все ссыпаю в один пакет. Это у нас по троечкам. Затем у нас после троечек идет общая группа. Пишу общая группа. По общей группе. Я их все вместе ссыпал, так чтобы интереснее было. Сейчас выберем отсюда общую группу. Так. Что у нас в общей группе получается? Так. N30 нет. Она, ну, это отдельная группа, но она по цене как общая. Так, потом пятерочка вот обычная, видите? Просто 5 и все, больше ничего там как бы нет. Из интересных маркировок ничего на ней нет. Мы ее откладываем в общую. 5N30 тоже в общую. Также там может быть 4N30. То есть оно все в общую идет. Так, что у нас тут еще есть? Вот 4N30, видите? Тоже общая группа. Складываем. Затем у нас идет, что это у нас тут? 5N90, 68N. Это у нас тоже идет в общую группу. Вложим ее в общую. Что у нас еще есть? 5N30, 22N. Тоже в общую. Что у нас тут еще есть? 5N30, 68N. Это дорогая. Мы ее пока откладываем сюда. 5F. Общая группа. Что у нас тут еще есть? 5В это из дорогих. Ну, подороже имеется в виду. Еще одна 5В, просто немного по-другому выглядит. Тоже ее откладываем сюда. Так. Потом у нас идет 5D. 5D. Это у нас тоже в общую группу идет. Группа как бы отдельная, но по цене она сейчас в общую уходит. Так. Что у нас еще здесь есть? 5, 5, 3N, 3C. Это тоже общая группа. Тоже ее сюда откладываем. Так. Есть такое дело. Что у нас еще есть? 5В. Ну, то просто чуть-чуть другого габарита. Тоже пока ее откладываем в сторону. Что у нас еще есть тут? 5М. 5М тоже общая группа. И остается последняя 5Н90. Тоже общая группа. Так, с общей группой разобрались.
Сейчас я их немного отодвину, чтобы цену написать. Так, отодвигаем, отодвигаем. По цене она у нас получается 45 гривен грамм. Все, с этим разобрались. Это зеленая общая группа. Затем у нас идет зеленая 5В. 5 вешек мы тут отложили. Ну, они разного размера бывают. Я так просто взял на образец. Что у нас получается? 5В, 5В и 5В. Складываем их в рядок. И пишем 51 гривна грамм. И самая дорогая группа, пишу 5Н30, 5Н30, 68Н. Сейчас я все покажу. Так, смотрите, видите, вверху пятерочка, потом Н30 и внизу 68Н. Это из зеленых самая дорогая считается. Ложу ее сюда и пишу 55 гривен грамм. Потом у нас еще идут бескорпусные. Без корпуса. Имеется в виду без краски. Без краски и выводов. Сейчас я их возьму в руку, покажу примерно, попытаюсь объяснить, как это все выглядит. Вот это у нас бескорпусные. Они просто припаяны на платах, как СМД, скажем так. Цвет у них характерный такой вот серовастенький у совдеповских КМ-ок. Ну, многие знают, сталкивались уже. Импортные КМ-ки бескорпусные зачастую совсем другого цвета, совсем по-другому выглядят. Более такой ровной, четкой формы. Цвет у них такой более яркий, скажем так. И зачастую все импортные КМ-ки, они берутся на магнит. Это у нас была зеленая КМ-ка, просто без краски. Такое тоже может попасться. Отшелушилась краска. Ну, в принципе, их тоже можно зеленку без краски кидать в бескорпусные КМ-ки. Вот примерно как это выглядит. Видите, краска отшелушилась. И вот такой вот цвет у нее получается. Без краски когда. И вот немного краска отшелушилась. Ну, вообще это зеленая. Просто что если у вас совсем нет краски, вот как в этом случае, то в принципе можно в бескорпусную кинуть. По цвету оно, по цвету очень даже все видно четко. Так, с бескорпусными разобрались. Бескорпусные у нас идут как общая группа. 45 гривен грамм. И можно еще в принципе дописать, так как оранжевых будет больше позиций, чтобы потом уже не вписывать. Идут дешевые конденсаторы окукленные. Они бывают желтенькие, бывают синевастенькие. Вот их два типа есть. Они не магнитные. Сейчас возьмем магнит. Вот, видите, они не магнитные. Если магнитные, ну их желательно, чтобы хотя бы какое-то количество было. Если магнитные, то 5 гривен грамм. Тоже окукленные. А это именно окукленные не магнитные. Пишу сюда окукленная. Окукленная. Это у нас 10-17 их можно обозвать. Пишем, ложим их вот так вот сюда. И пишем 11 гривен грамм. Все, я думаю, так в принципе понятно. И еще у нас остались болгарские коричневые. Они зачастую бывают на старых платах, правда на импортных. Там Чехия, там ГДР, там что там еще есть, там Венгрия. Ну, старые платы, короче, вот такие вот они. 220Н, МБЦ, С. На них они коричневые, такие шершавые на ощупь. Вот. КМ Болгария называется. Пишу КМ Болгария. Болгария 15 гривен грамм. Так, сейчас пока телефонная пауза. Так, теперь у нас более такая уже интересная позиция будет. Это оранжевые.
Оранжевые. Я пока в пакете их понаходил, подоставал те, что мне надо. Я, конечно, времени, наверное, около часа потратил, потому что в основном вся общая группа. А те, которые отдельные группы, они реже на порядок попадаются. Так, давайте начнем с самых дешевых. Самый дешевый у нас 1 и 2. Сейчас покажу, как выглядят у нас 1 и 2. Сейчас я их выберу все для начала. Так. Тынь. Вот это и вот это. Все, я их выбрал. Вот показываю. Видите, в начале циферка 2. Это группа 2. Вот видите, в начале циферка 1. Это единичка. Есть поменьше они. Сейчас покажу. Тоже циферка 2. И циферка 2. И еще 2. Единичку еле нашел. Двоечки так частенько встречаются. Это у нас группа 2. Раскладываем их на листик. На листик раскладываем. И пишем цену, сразу пишем на нее. 20 гривен грамм. Затем у нас будут, я общую, наверное, в конце, потому что мне проще будет находить дорогие сначала группы, а потом уже мы общую в самом конце разложим. Их просто там много будет общих, чтобы не путать зрителей в этом процессе, скажем так. Давайте найдем 6N90. Просто 6N90 без ничего. Ищем. Вот это у нас 6N90. 1 МО внизу написано. Но сейчас покажу, как выглядит дорогая 6N90. Это которая следующая позиция идет. Сейчас мы ее найдем. Вот, разница, видите, в чем заключается. Кстати, год выпуска обязательно должен стоять на корпусе. 1МО, видите, большими буквами написано. А здесь 1МО маленькими буквами написано. Нас интересует та, которая маленькими буквами. Это просто N90. Ложим ее пока сюда. Теперь ищем следующую. Ищем следующую. Которая входит в эту группу. Я, кстати, забыл дописать. Давайте я допишу. Сюда еще входит 6В. И сюда еще входит 6М1500. То есть это все одно. Вот так вот сейчас сделаем, чтобы лучше было понятно. Так, и ищем. Пока не нашел. Не нашел пока. Сейчас найдем. Вот, нашел. 6М1500. Вот, отлично сейчас видно в таком ракурсе. Она у нас идет сюда же. Сюда же идет. И осталось 6В. Не помню, нашел я 6В или нет. По-моему, я сколько искал в пакете, не нашел 6В. Поэтому без 6В. Ну, суть понятна, да, на корпусе должно быть написано 6В. Все. Так, эти у нас КМки идут по цене 45 гривен грамм. Затем у нас идет позиция. Так, 6N90. После нее, по-моему, идет вот такая вот позиция. Сейчас 6F. Маленькой буквой получается, небольшой. 6F1MO. Потом у нас идет, может быть 1МО написано, может быть написано 1М5 и может быть написано 2М2. 1М5 я, кстати, не нашел, насколько я помню. И теперь ищем. И обязательно они должны быть в условно квадратный корпус. Квадратный корпус. Именно квадрат должен быть выраженный. Вот, в принципе,
Это не она. Это тоже не она. Тоже тяжело было их найти. Я, в принципе, нашел. А, вот, смотрите. Вот, видите, корпус квадратный. Сейчас покажу, какая они проходит. Вот, видите, корпус какой. Не квадратный. Но маркировка похожа, да, вот. 2М2. И здесь у нас 2М2. Нас интересует вот такая вот квадратная. 6F, 1МО, 2М2, 1М5. Неважно, что здесь будет написано. Главное, чтобы была вот такая вот 6F, 1МО, 2М2 и 1М5. Вот. Вот это называется условно квадратный корпус. Это у нас называется неусловно квадратный корпус. Ложим ее сюда. Не помню, находил я еще такие или нет. Сейчас я пробегусь по-быстрому. Просмотрю. Пока не нахожу. Ну, скорее всего, и нету больше. Скорее всего, больше их просто я реально просто не нашел. Все, с этими разобрались позициями. Вот, тяжело. И вот именно таких я всего парочку нашел, и все. То есть тоже редко встречаются, скажем так. Затем у нас идет позиция 6N90. То есть может быть М68 написано. Может быть написано 6N90 1МО. Только вот большими буквами. 6N90 М68 или 6N90 1МО. Сейчас я их найду. Так, 1МО нашел. Сейчас найду М68. Все, нашел обе. Смотрите. 6N90 1МО. Год обязательно должен стоять большими буквами. И обязательно, чтобы было 6. Тут стоит 6. Плохо видно. Такое ощущение, как будто 5. Но там шестерочка. И здесь вот тоже, видите, 6N90 М68. То есть тут у нас, в принципе, все четко видно, да, я надеюсь. Мы их ложим сюда и пишем цену. Так, по цене они у нас 55 гривен грамм. Так, затем у нас идет следующая позиция. 6N50. Так, пишу. 6N50 обязательно должна быть либо М10, либо М15. Тоже очень редкие. Две у меня с выводами, это я точно запомнил. И две у меня зеленых. Сейчас покажу, как это выглядит. На зеленых, видите, 6N50, М10. Она точно такая же, как оранжевая, просто они реже, очень редко встречаются. Зеленого просто цвета. Год, видите, какой старый. 6N50, М10, 6N50. Тут просто сзади написано М15. Вот так вот. Интересные такие, зелененькие. Так, и вот такие еще две нашел с выводами. Видите, 6N50 М10, 6N50 М15. Вот такие вот ребята, короче. Кладем их сюда. И пишем цену. 43 гривны грамм. Вот. Если вы сортируете, отправляете КМ-ку, лучше всего отдельно по пакетикам и все это подписывать. И желательно не допускать ошибок, потому что потом придется их все пересортировывать. Остается у нас теперь самая дорогая. Это тоже такая довольно редкая КМ-ка. 6N90 2М2 большими буквами. Вот она, одна. Видите? 6N90. 6N90 2М2. Вот
Вот такая вот КМ-ка, короче. Обязательно, чтобы была именно такая. Так, рекламная пауза. Так, продолжаем, значит. И что у нас тут еще осталось? Тут остались, ну, то есть сейчас мы их доразложим сюда, и останется у нас чисто все общая группа. Тут просто их много разных осталось. Так, это у нас что? 6Н90. Сюда ее. По вторушке, короче. Итак, это у нас 6Н91МО. Они просто еще желтоватые бывают. Это я тоже отложил, чтобы показать. Так, это у нас 4Н30. Это нам не надо. Это у нас не в условно-квадратном корпусе. 6F. Это у нас 5D. Это у нас 5F. Это у нас 6Н90. Вот сюда ее. Она просто меньше может быть. Это у нас шестерка обычная. Это у нас тоже. Это у нас 5Н30 68Н. Это у нас общее. Это у нас тоже общее. Это у нас тройка общая. Вот такая вот пятерка М1,5. Но именно пятерка не идет. Это уже общая. Вот такая вот еще у нас есть маленькая. 6М1500. Это у нас вот сюда уходит. Вот такая вот есть четверка. Это общая. Вот такая маленькая зеленая шестерочка М10. Но она идет в общую. Потом 6Н90 вот такого формата. Сюда ее. Потом 6М750. Это общая. И 6Н90 М68. Вот сюда у нас идет. Тоже желтовастая. А вот это вот все у нас общая группа. Видите? Тут тройки, четверки, шестерки обычные, пятерки, короче. Ну, самое основное, что попадается, скажем так. Пишем сейчас сюда. Самый низ. Общая. Общая. По 30, сколько? По 34 гривны за грамм. Сейчас напишу. 34 гривны грамм. И разложим их просто вот сюда. Ну, сколько влезет, столько положу. Остальные можно, в принципе, будет не ложить. Они тут повторяются. Такие вот, короче, КМки. Кому интересно, можете, сейчас я попробую аккуратно, чтобы оно не съехало, сфотографировать. Сейчас вот так вот сделаем на экран. Можете зафоткать, в принципе. Кто хорошо запомнил по видео, так еще, в принципе, ну, чтобы более информативно было, можете вот так вот сделать. Я думаю, в принципе, нормально, да, будет. Теперь нам надо эту всю КМ-ку собрать в пакетик. И мы приступим к распаковочке посылочек. Сейчас я тогда оранжевую КМ-очку собираю, прибираю все лишнее со стола, и мы возвращаемся к распаковочке посылочек. Я думаю, будет 2 или 3. Посмотрим, как по времени. Они, в принципе, там все крупные. Я надеюсь, что будут информативные и интересные. В общем, сейчас мы тогда начинаем распаковку. Первая посылочка у нас от подписчика Дмитро Викторович, место Житомир. Плотненько так запечатано все, так увесистое. А, здесь платы. Здесь много разных плат. Так, тут у нас оперативная память. Тут у нас платы этих матриц. Матричные платы, короче. Такие вот.
по 250 гривен килограмм платы матричные. Их бы как-то все достать. Я сейчас, наверное, на паузу поставлю, смотаю их вот так вот все, и мы продолжим, потому что если я сейчас буду скотчем мотать, будут неприятные звуки, поэтому, ну и громко будет, в принципе. Сейчас я тогда перемотаю все аккуратно, и мы продолжим. Так, значит, продолжаем выпуск. Получается, у нас вот такой вот пакован получился. Я хорошо так замотал, чтобы оно не разваливалось. В коробке у нас больше ничего нет. Я возьму большие весы. Давайте я пока это на стол положу. Сейчас мы оперативку пересыпем в нормальный zip-пакет. То есть оперативка у нас, в принципе, так, вот это не катит, видите? На ней ничего нет, чипов. Вот это модуль с железом, это нам не подходит. То есть нам надо посмотреть. Тоже модуль. Еще модуль с железякой. Еще модуль с железякой. Такие вот модули, короче. Они у нас дешевле оперативки. Так, а оперативку мы сейчас будем перекладывать в пакетик. Ну, такой побольше возьмем. Так, еще один модуль. Так, еще модуль. Еще модуль, еще модуль. Ну так, в принципе, в целом нормально. Такая еще переходная плата. Кусочек жесткого диска, это нам не надо. Модуль маленький. Еще пару модулей. Все, пакет пустой. Все, теперь мы берем большие весы. Вот так вот, в принципе, если бы изначально вот так вот было бы сделано, вообще было бы классно. Наверное, распаковка длилась бы, наверное, не знаю, этой посылки, наверное, 5 минут от силы. Так пришлось, конечно, немного времени потратить. Но для других это просто будет уроком. Так, вот эти модуля с железом взвесим. Тут, в принципе, немного, совсем чуть-чуть. 80 грамм на 25 гривен. Пишу, первая посылка. На 25 гривен вот этих платок. А теперь мы перейдем уже к реально взвешиванию больших плат и оперативки на больших весах. Сейчас взвесим оперативку сначала. 530 грамм. Ну, минус пакет, короче, 530 грамм получается. И вот эти платы. 2,440. Так, все, я запомнил. 530 и 2,440. Значит, пишем 0,53 на 1200. Ой, 1200. И 2,440 на 250. Вот такая вот у нас получилась экспресс-посылка, скажем так. Я сейчас тогда по ней подобью общую сумму, и мы продолжим вторую. Общая сумма у нас получается по первой посылочке 1275 гривен. И теперь переходим ко второй. Так, это у нас чуть побольше уже, или чуть поменьше, не знаю. От подписчика Александр Миколаевич, село
Засулля. Так. Открываем. Так, вижу, письмецо есть. И пакетик. Ого, ну да. Письмо такое капитальное. Я, конечно, не знаю. Я думал просто, что видео надо сделать. Короче, подписчик пишет. Я очень рад знакомству. Стараюсь не пропускать распаковку на видео. Смотрю приемку в офисе. Не знаю, приемку. Так, Костяну привет. Пускай помогает тебе. Володя, видео не надо. Не хочу, чтобы видели мой позорняк. Я первый раз тебе сдаю, так что извини, что не так. Да ладно, сделаем видео. Я думаю, все будет хорошо. Может, подписчик просто стесняется. Сейчас я на звонок отвечу, и мы продолжим. Так, продолжаем нашу распаковочку. Многие так тоже, вот честно сказать, многие типа пишут, там, блин, хотелось бы видео, но там я стесняюсь, там вот посылка, не знаю, может, что вдруг не так сделано. Я говорю, ну, если вы по видео сортируете, значит, у вас все в порядке, в принципе. Я думаю, подписчик просто стесняется немного. Я думаю, все в порядке будет. Я думаю, в принципе, будет все в порядке. Может, он просто переживает, что он что не так сделал. Вот, поэтому мы, в принципе, все объясним, расскажем, и он в следующий раз вообще все классно сделает. Вот отлично посортированные трубчатые конденсаторы. Ничего, в принципе, страшного как бы нет. Оперативка. Тут сейчас все разберемся. Я пока буду выкладывать. Переменники PP2. PP2 неприемные. PP311 неприемные. Но это в срезку сделаем. Как бы так. Кнопки желтенькие, хорошие. Что у нас тут еще есть? SP339, 88 год непроходной. У всех такой год. 89, да, эти непроходные. Эти в срезку. Так. Тут у нас с барняком и приемные, и неприемные, и ракетки. Короче, будем смотреть. Тут у нас РС-22. Короче, с барняк реле. Мы их откроем. Все мы это проверим и посмотрим. Так, звонок. Сейчас пока пауза. Так, продолжаем, значит. Так, КД. Ну, короче, КД круглые они у нас по гривне, по-моему. Так, микросхемка. Это импортная микросхемка белая. Но мы раскусим все равно. Так, что у нас тут? Написано белая. Но мы раскусим, проверим. Может, желтую найдем. Так, еще микросхемка. Импортная белая. Хорошо. Так, что у нас тут? Не знаю, не видно, что на пакете написано. Но тут я смотрю совдеповская с желтыми выводами и импортная. Тут, короче, все перебирать придется, пересматривать. Так, КМ-ка, я так понял. Магнитная, скорее всего. Давайте проверим. Да, магнитная КМ-ка. Бескорпусная, импортная. Так, что у нас еще? Чипы четырехсторонние. Хорошо, буду на ту сторону ложить. Полубочонок совдеп есть. Совдеп, ну, с позолоткой внутри есть. Деталюшки. Болтик обломанный. Жалко, конечно. Так, и импортные. Не импортные, нормальные. Транзисторы. Так, это у нас... Кто такие? Резисторы зеленые. Вот такие вот. Они, ну, такие не беру. Это в срезку. Так, еще у нас есть КТ-пластмасса раскусанная, это хорошо. Потом есть необиевые кондерчики вот такие, но это в срезку. Потом есть импортные полубочонки, это в срезку. Лигатура импортная,
компьютеры, там все дела, короче. Такая лигатура 1 гривна грамм. Чипы памяти. Потом еще микруха, импорт. Ну, покусаем, посмотрим, интересно. Так, что у нас тут? Похоже на нехром. Если удастся определить, если нет, то в срезку. Не, ну нехром в срезку не идет. Нехром это в железо. Точнее, нехром не в железо, а нехром в этот самый. Если не нехром, то в железо, точнее, я имею в виду. Магнитный металл, точнее, подмагничивается. Теперь на искру. Это 60-й нехром. Это нехром, но он не 80-ка, а 60-ка. Так, еще микрушка импортная. Подписчик переживал, говорит, стыдится посылки. Очень даже интересная посылка, я бы сказал. Так, 82-й, 73-й, 81-й, 83-й, 82-й, короче, хорошие. Серебро. Еще полубочонки импорт. Так, тут у нас кто такие? D20, D20. D220. Ну, их тут мало, я их как D220 взвешу. Тут их совсем чуть-чуть. Еще чип двухсторонка. Керамическая микросхема. Но тут, скорее всего, будет не прием. Ну, в срезку. Флажков немного. Так, тут у нас что? Тоже куча нехрома всякого. Ничего не подписано, не написано. Так, еще спичечная коробочка с чем-то. Так, это, судя по всему, кто-то даже грел. Видно. Сейчас промагнитим сначала. Так, это железо. Самое натуральное. Липнет крепко. Это железячка. Это не магнитится. Это железо. Это не магнитится. Что у нас тут? Тоже не магнитится. Короче, куча всяких экземпляров. Этот подмагничивается. Это, скорее всего, вот такого плана, как был предыдущий. А вот это сильно магнитится. Проволока, запутанная сюда вовнутрь, капитально магнитится. Если тут просто подмагничивается, тут капитально магнитится. Но ее тут, в принципе, немного. Так, еще есть. Так, это железо самое натуральное. Сейчас покажу, как магнит его цепляет. О. Короче, железяка. Это, скорее всего, тоже та же история. И остается еще вот такой пучок. Вот эта проволока железная сверху намотана. А эта проволока внутри не хром, скорее всего, 80-ка. Сейчас мы это проверять будем. И еще коробочка тут. Так, это нам не надо. Оно нам мешает. Что у нас тут? А, тут медные транзисторы. Это на вес тоже пойдет. Так, давайте проверим на искру не хром. Ну, искру, я думаю, увидели все. Все эти, они одинаковые. Это 80-й не хром. Так, вот это я еще не проверил.
я думаю, я искру увидел. Я не знаю, как будет видно на видео или нет. Она очень мелкая. Это тоже 80-й нехром. Так, что нам теперь надо сделать? Давайте взвесим нехром, чтобы он нам не мешал. Реально, чтобы он не мешал. И мы дальше будем разбираться с мелочевкой. Хорошая, кстати, посылка, информативная. Я не знаю, что подписчик стесняется. Я думаю, ему понравится. Я думаю, он даже обрадуется. Это вот этот 60-й, в принципе, можно вместе с 80-ми взвесить. 435 грамм пишем. 0,435 умножим на 220. Короче, умножим это все дело. Так, в коробочек с нехромом. Так. Это нам больше не надо. Так, теперь вот эти вот с медными корпусами. Сейчас покажу. Видите, красная медь. Все, это у нас по 160 гривен кило. Что нам надо сделать? Нам их надо просто закинуть все в кулечек, чтобы взвесить. Все, коробочка пустая. Транзисторы. Сейчас мы будем разгружать стол просто, потому что куча позиций и не знаешь, за что хвататься. 0,25 умножить на 160. Есть такое дело. Так. Давайте теперь разбираться вот со всеми микросхемами, которые есть. Сейчас я их все положу в центр стола и будем разбираться. Так, у нас есть вот такой кулечек с импортом. Такие вот, короче, микрухи. Это медь, видите, блестит красненькая такое. Это медяха. А тут у нас она белая. Так, это мы можем смело откладывать на вес. Что у нас тут написано? Не написано ничего. Тут и импорт, видите, и вот это совдеп. А вот это, допустим, вот импорт. Мы сейчас по одной возьмем. Так, это импорт. А вот это совдеп. Сейчас покажу. Вот это вот совдеп. КР, что-то там 504. Сейчас мы ее раскусим. Видите, она беленькая. И импортная тоже. Тоже беленькая. Внизу медная, видите, это медяшка. А то мне недавно подписчик говорит, она внизу желтая. Я потом перефоткал, сделал фотку отдельно. Подписчику скинул, говорю, она белая. Так, ой, белая, она медная внизу. Подложечка сама. Так, это пока тоже откладываем. Микросхема импортная белая. Я думаю, мы одну все-таки куснем. Вот видите, белая. Да и здесь белая. Так, хорошо. Так, продвигаемся дальше. Это у нас, скорее всего, керамика. Это у нас керамика. Керамика в срезку. Тут я видел маленькую советскую керамику. Мы сейчас ее вскроем. Она может быть желтая. Ну, есть шанс, скажем так. Вот она у нас. Сейчас мы ее вот так вот зафиксируем плоскогубцами. А этими буду откусывать верхушку. К сожалению, белая. Не повезло. Так, керамику откладываем к срезке. Так, микросхема белая, советы написано. Сейчас такую жменьку возьму, чтобы наверняка понимать. Ну, по маркировкам, да, скорее всего. Он год 95-й, видите,
какая позолота в 95-м году. Так, 95-й. Тут что-то непонятное. Белая. Так, это мы кусали 95-й год. Это 85-й год. Ну, я думаю, что она белая. Да, она белая. К-554. Сейчас поломаем, посмотрим. Белая. 92-й год. Что-то она мне как-то не нравится по цвету. По-моему, она желтая. Оп, подписчик пропустил желтую микруху. И такое бывает. Так, это 95-й год кусали. Оп, еще желтая. Я всегда советую, лучше консультируйтесь. Так, это белая. Сейчас мы все тогда будем высыпать отсюда. Так, это явно белая. Давайте их назад сюда закинем. Так, это мы уже, по-моему, кусали. Белую. Надо запоминать, чтобы двойную работу не делать. Так, 95-го года. Эту сюда. К-155. Моя большая рекомендация: микросхемы все кусать. Так, это белая. Сейчас ножку одну вытянем, посмотрим. Может быть и желтая. Не. Белая. Так, кто-то мне звонит на Telegram. Пока пауза. Так, продолжаем, значит, кусать. Ну а что? Ну, в любом случае, это, скорее всего, третьей распаковки не будет уже, поэтому можно, в принципе, поиграться с этой посылкой по максимуму. Белая. 95-й год. Белая. 95-й год не буду кусать. Белая. Так, это раскусанная, это нет. Но белая. Белая. Ну, видите, как минимум две нашли. А это уже признак того, а это белая, она просто с пакетика выпала. Уже признак того, что может сейчас еще что-то быть. Так, ну такую уже кусали, они белые все. Такую еще не ломали. Вот она желтенькая. Так, 3 уже нашли. Еще желтенькая, это 4. Это беленькая. Так, 93-й год. Ну, в принципе, надежд было мало. Еще 93-й год. Тоже белая. Так, тут у нас что? ТВ-1, но ее кусали. ТВ-1 кусали. 92-й год, белая. 92-й год, белая. Так, погнали. Так, 93-й год запоминаем. Тоже белая. Вот это... Сейчас я сразу разложу. Так, 93-й год неприемная. 93-й год. Две одинаковые. Давайте одну закуснем. Белая. Так, это у нас был 93-й. Это был 93-й такой же. Это кусаная белая. Вот эти сейчас кусаные все сразу отсюда я приберу. Так, вот еще раскусанная, тоже белая. И что у нас остается в конечном счете? Так, 93-й год, это мы убираем. ТВ-1 убираем. Эту пока сюда. 93-й нет. 89-го сюда. Ого,
0109 это вообще бессмысленно. 95, 89, 91 эти можно сюда. 84 не помню. Это у нас раскусанная белая. 93, 92 вот это вот интересно. По-моему, кусали уже такую. Я думаю, она белая. Белая. Так, в пакет высыпаем. Так, 95 год. 84, но белая. Вот, по-моему, тоже 84 была белая. ТВ-1 белая. Керамика. Керамику можем вскрыть. Белая. 94 год белая. ТВ-1 белая. 90 год, по-моему, желтая. Желтая. 93 год не будем кусать. 93 год белая. И 91 год еще тут есть вот белая. Так, осталось с вот этими разобраться. Сейчас по-любому желтую найдем. Желтая. Белая. Сейчас еще будет желтая, смотрите. Желтая. Насчет этого не знаю. Белая. А вот это, наверное, тоже белая. И белая. Так. Все, с этими разобрались. Плывем дальше. Так, что-то я не наблюдаю здесь микросхемы желтой. Или ее тут и не было. Так, белая, 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 белая. Так, значит, у меня проглючило. Так, это Совдеп. Это импорт. Импорт, импорт, импорт. Совдеп. Импорт. Тут явно, видите, позолотка. Это можно сюда. Это импорт, 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 импорт. Ну, давайте пораскусываем. Поиграемся с этими микросхемами. Белая. Медь. Белая. 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 Тоже. Тоже. Оп, желтая. Но это старая микросхема. Реально старая. Реально желтая. О. Это тоже должна быть желтая. Желтая. Это, наверное, белая будет. Это белая. Так, назад их в пакет. Пока их сюда. И вот еще две совдеповских. 04, 09. Но это будет белая. Это современная микросхема уже. А это 92 год. Белая. Так. Ну, летим дальше. Сейчас взвесим совдеповскую. Сейчас пакетик оттарю. Тара. Неплохо получилось, я бы сказал, еще. Понадергали. Понаходили. Так. А, вот.
Все, а я думал, есть же ж нету. Вот она. Короче, 25 грамм получается. 100 гривен. На 100 гривен микросхемки еще получилось. Прекрасно. А теперь можно вот эту всю... Давайте еще вот эту одну достанем. Кусанем. Белая. Что я предлагаю сделать? Так, пакетов больших что-то я смотрю рядом нету. Ну, в принципе, один пакет 2 грамма. Мы сейчас все это дело просто запомним, сколько пакетов. Хотя тут, опять же, это недорогая позиция. Тут можно сильно на этом не зацикливаться. Четыре, 6 пакетов получится. Триста пять, короче, 300 грамм. Это на 75 гривен. 75 гривен. Так. Полубочонки импортные. Ну, давайте посмотрим. Посмотрим, что у нас тут. Любой какой-нибудь давай уже. Доставайся. Так. Раскусим, посмотрим, что нам скажет вообще. Ну, видим медь. Видим медь. И все. Это в срезку. Флажки можем взвесить. Так, флажков у нас на 15 гривен. Трубчатые. Трубчатых на, скажем так, 60 гривен. Так, что у нас еще есть? Вот эта лигатурка импортная на 20 гривен. Лигатурки. Затем у нас идут чипы. Чипов 2 пакетика. Это чип памяти, это отдельно. Чипов 2 пакетика. Пишем 24 на 2,5. Затем чип памяти. Ну, мы их лучше взвесим. Ну, этот не катит, конечно. Ну, ладно, это уже такое. На 4 гривны, короче, пишу. Вес маленький. Так. Полубочонки Совдеп. Плохо, что не написано количество, конечно. Ну, пакетик полграмма. То есть получается у нас 7,2, 35 штук. 35 штук. Так. Так, тут у нас КТ пластмасса и КУ-101. КТ пластмассы 1, 2, 3, 4, 5, 6 и КУ-101 1 штука. На 52 гривны суммарно получается. Пишем 52. Так, вот такие еще транзючки. Так, болт обломанный, ну 60 гривен, да, пусть будет. Потом полевиков 1, 2, 3, 4, 5. Эти как за 1, 6. 6,5. 6,5. И 60 за обломанный болт. И транзисторы, но они белые. Сейчас я это все в кулечек верну. Этот кулечек маленький, мне неудобно будет в него назад складывать. Я лучше возьму побольше. А вот эти вот ребятки у нас походу белые все. Да, вот видите, белый. Там есть волоски. Но я не могу ничего сказать по этому поводу, потому что
Потому что я не видел, чтобы они где-то принимались. Вот такие вот, короче, транзисторы. Я их в срезку выкидываю. Так, потом вот эти. Ну, вот эти можно по гривне 50, в принципе, посчитать, я думаю, сколько их тут. Вот эти мосты, не знаю. Пусть будут по 50 копеек, а эти у нас раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 штук. Так, один упал. Но я его посчитать успел. Так, где у меня тут коробка с ними? 17. Ну, пусть будет 18, да. Те два оранжевых. Короче, 18 на 1,5 пишу. Ой, ё-моё. Так. Плохо, что не посчитаны, конечно. Можно, в принципе, попробовать через вес. Так, 3 штучки весят 0,4, да, скажем. Назад их засыпаем сюда. Так, что это у меня тут падает такое? Крышка с транзистора. Так, 0,4, да. Пишем по формуле. Ну, пусть будет 16 грамм. Пишем 0,4 это 3 штучки. 4 это 30. 4 грамма это 30 штучек. 8 грамм это 60 штучек. 120. 120 на 0,5. Все. Так. Такая спичечная коробочка тут еще. Это импорт какой-то. Какой-то импорт. Матрица вот такая вот керамика с желтыми ногами. Кнопочка тоже позолоченная. Такая вот. Ну, не знаю, давайте за вот это все 60 гривен поставим. В коллекцию пойдет. Так, потом диоды. Тарим пакет поменьше, да, сделаем пакетик. И вот эти диоды взвесим. Получается 4,5 на 1,5. Серебро по серебро. Сейчас. Ну, в принципе, да. Ну, я просто плохо, что оно вот так вот все свалено в одно. И посеребренка. Вот это надо было вытащить с пластика. Серебро, я так понял, это вот эти вот кусочки контактиков. Надо сейчас как-то это дело перебрать, что ли. Так, вот эти надо проверить. По идее, должны быть полностью серебряными сейчас. Полностью. Так. Сейчас нам надо отобрать. Так, серебро. Серебро. Отбираем, короче. Смешивать вот так вот не стоит. Это надо отдельно. Серебро по серебренке отдельно. Так, это контактик серебряный. Серебро. Очень поучительная посылка, кстати. Подписчик зря стесняется. Показательная, как надо делать. Это обучение для новичков. Как надо делать, как надо не делать. Потому что в другом месте я не знаю, как такие вещи будут принимать. Наверное, не очень. Так. Не очень или не очень хорошо, скажем так. Так.
Сейчас мы все это дело забацаем. Все будет в лучшем виде. Капитально, скажем. Но на видео посылок реально много желающих. Уже было такое, что подписчики по 10 дней видео ждали. Так. Но там именно, человек сказал, я буду ждать, я хочу видео. Я хочу видео. Я ради видео сказал, отправляю. Поэтому я буду ждать. Я буду ждать. Так, все. Это у нас серебро. По серебренку назад в коробку. Вот эту мелочевку, конечно, то еще удовольствие выбирать. Так, а серебро возьмем пакетик. Так, надо почище пакетик вот такой. Оттарим сейчас, все сделаем. Все сделаем на высоте. Так. Ну а самое главное, большая просьба к зрителям. Вы почаще пишите комментарии, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. И это будет самое лучшее, скажем так, вообще. Вот. Многие просто ленятся, реально ленятся. Короче, пишем 8 на 30. Многие просто ленятся. Так, что у нас тут получается? Вот этих ребят бы отсюда реально, блин, тут еще серебро подзастряло. Ну, я там написал больше чуть. Пусть будет. Так. А, это эти уже таблетки сыпятся, вот эти. Вот эти таблетки, их надо было отсюда просто выбрать в коробочку и все. Вот эту вот лигатурку посеребренную. Ну, лигатурка это такое, ее если очень мало, ее лучше не отправлять. Лично мое мнение. Хотя бы грамм 100 насобирать, тогда уже есть смысл какой-то отправлять. А когда оно совсем чуточка, то не уверен, что оно, конечно, прикольно возиться с этими маленькими лигатурными весами. Все, высыпалось, короче, все полностью. Так, ну, по-моему, 1,2 грамма коробка. Ну, грамм, короче, коробка. То есть получается 9. Пишем 0,009. Правильно ж? Да, 0,0009 на 450. Так, это у нас срезка. С КМ-кой тут, конечно, нам намудрено. Слегонца. Так, вот такие ракетки можно даже не вскрывать. Вот такие вот голые. Это в этих КМ-ок нету. Вот это тоже голая. Нет смысла вскрывать. Такую, в принципе, еще можно, но на количестве. Такую тоже, в принципе, можно. Это не КМ-ка. Это не КМ-ка. Точнее, КМ-ка, но не приемная. Так, это у нас, как в начале видео, помните, было? Это у нас единичка. Ну, то такое уже. Так, это, а тут N90. Ну, мы их все вместе взвесим. Так, это неприемные. А на то и как общее и выйдет. Так, вот эти надо на магнит проверить. Видите, они магнитные. Все. Я их выбирать не буду. Так. Вот это вот у нас не КМ-ка. Вот эти, короче, все белые, они тоже не КМ-ки. То есть у нас есть 3 оранжевых КМ-ки, 2 ракетки. Ну, тут совсем слабенькие ракетки. А это все в срезку уходит у нас в этот пакет.
Многие, кстати, подписчики начали писать, что вот срезку продайте, выберите нам вот со срезки. Много человек написал, наверное, человек 15 точно написал. А вы можете, вот мне нужны вот срезки, мне нужны только релюшки, там тумблеры. И человек 10 вот одно и то же написал. Вот можете нам только релюшки и тумблеры выбрать. И там по 60, по 70 гривен за килограмм мы можем забрать. А остальную срезку, не, нам не надо. Я людям пишу, говорю, я не выбираю срезку, я ее не перебираю. Я ее гамузом всю ссыпаю в ящик. Если вы хотите, можете забрать. Нет, я не буду этим заморачиваться и сдам ее просто на переработку. И все. Это просто кому интересно. Я ее не перебираю, ничего с нее не выбираю, не сортирую даже ее. Она у меня вся гамузом. Так, это срезка. Так, смотрим, что тут у нас. ПП-212. Сколько я их вскрывал, никогда ничего нормального в них не было. ПП-212, ПП-311, та же песня. Все то же самое. Короче, это у нас срезка. СП-5, СП-3. СП-3 39, 89 год, 89 и 88. Ну, давайте 88 возьмем. По году она непроходная. Я вот сколько раз их не вскрывал, мне никогда ничего не попадалось. Подписчик писал, что вот вы их вскрываете, в них бывает попадается. Ну, мне не попадалось. Мне не попадалось. Мы сейчас вскроем. Конечно же. Ради интереса. Я думаю, всем будет интересно. Так, все. Ничего. Может, кстати, 88 год. Может, еще да. Но 89 точно нет. Вылази отсюда. Так. Сейчас надо чем-то поддеть. Где ножик? Будем греть, посмотрим. Так, и 89 год разберем сейчас. Вот она, 89 год. Опа. О, видите, здесь медная. Тут можно даже не греть. Высыпаем, выкидываем. Так, это у нас в срезку улетает. Пакет не нужен. За ракетки, за вот эти 2 10 гривен пишу. Но я огромная просьба, не отсылайте их так в сборе. Разбирайте. КМ-ку оранжевую сейчас сразу взвесим. А потом прогреем кольцо. Ну, будет то, что надо, повезло. Для 88 года не характерно. 0,91 умножить на 34. Как для 89 год это 100% будет неприемный. 88 еще, да. Так. Берем газ. Ну, подложка по-любому потемнеет. Вот бегунок, если все нормально, как с подложкой, под 16%, там, по-моему, 70, 100. Ну да, этот хороший, видите. Подложка темная, а бегунок сам нормальный, короче. 151 грамм, по-моему. Так, не знаю, эти весы, наверное, не возьмут. Тут только на этих. Пишем 0,06 умножить на 150, короче, пишу. Так. Забираем, выключаем. Как-то так. И для нее надо пакетик, иначе оно у нас посеется. Посеется и вырастет еще больше. Так, все, есть. Остается тут, в принципе, не так уж и много всего. Срезка потихоньку собирается. Кнопки. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Как с калькулятора. Пишем 60. Кнопки по 5 гривен.
Магнитная КМ-ка. Огромная просьба не смешивать КМ-ку бескорпусную, магнитную, не магнитную вместе, если это импортная. Особенно если у вас еще и советская есть. Вот. Ее ни в коем случае не ссыпать в один пакет. Я это точно сортировать не буду. Для глаз это, конечно, 15 грамм, 45 гривен. Для глаз это еще тот квест. Так, пауза пока. Так, продолжаем, значит. У нас тут осталось, в принципе, не так уж и много всего. IBM 10/100 EtherJet. Card Bus адаптер. Короче, адаптер какой-то. Прикольно, не знаю, давайте 20 гривен напишу. Не попадалось такое, пойдет в коллекцию. Так, оперативка. Оперативка. На 22 гривны. Потом у нас идет такие вот всякие приколы. Вообще такое я не беру. Это флешка была. Это эти карты памяти. Это адаптер под карту памяти. Это просто карта памяти. Ну такое нет. Такое нет. Такое в срезку закинем, конечно. Ну, единственное, что можно, флешку можно забрать. Да, тут чипы есть. Что-то я как-то внимания не обратил. Напишем 5 гривен за чипы. А это, вот это все в срезку улетает. Так, оперативку взвесил. Вот эти разъемы импортные тоже улетают в срезку. Металлические. Они как бы неинтересные от слова совсем. Только как срезка. Так, срезка накапливается потихоньку. Так, керамическая, это мы разобрались в срезку. Необиевые в срезку. Импортные полубочонки в срезку. Зеленые резисторы в срезку. Так, крышка с-под резистора. Проволочка, она, кстати, видите, уже, сейчас достану, покажу. Она уже прогрета, я не знаю, зачем подписчик ее сюда положил. Вон, видите, какая она вся. То есть это все, как бы, это в срезку, не знаю. Вообще, как бы, вообще железо это. Ну, ладно, кинем в срезку. Так, вот это чип уже снятый с платы. Тоже плата пустая, без ничего. Тоже, в принципе, светодиоды. Так, это тоже нам не интересно. Так, вот эти все платы, ну, тоже в срезку закинем. Сим-карточка. И остался последний финальный. Я вижу, есть что-то приемное, 100 пудов. Так, РС-49 в срезку, разъем в срезку, РС-9 с паспортом 200 в срезку, РС-10 302 приемный, 302, так, 402 тоже приемный. Вот такой вот галетник, короче, можно будет его поломать. Не, это импортные галетники, не будем ломать. Так, РС-22 откроем, посмотрим. Маленькая релюшка упала. Что за релюшка? РС-49 в срезку, РС-6 в срезку, РС-22 сюда, РС-49 в срезку, РС-48 в срезку, РС-55 тоже неинтересная, тоже в срезку. Что у нас получается? РС-10 1 за 30, 1 за 50. Это пишем 80 гривен. Потом релюхи. Подписчик, наверное, их уже открывал, посмотрел, что серебро.
серебро. Платиновых их не бывает. Только серебро или золото 22. Хотя, может, есть какие-то уникальные, там редкие. Но я никогда не слышал. Так, это в срезку. И это что же открывалось, по идее? Интересно. Это разве из-под нее? Паспорт. 602 год. Что интересное реле какое-то. Такие 22 такие бывают? С такими здоровыми серебряными контактами. Что-то новенькое. Ну ладно. Первый раз такое вижу. Ну и все. У нас, в принципе, осталось только взвесить срезку, и мы выпуск заканчиваем. Тяжеленькая посылочка была, конечно. Я бы не сказал. Давайте сразу кусачками оттарим. С запасом, чтобы у нас было дополнительных 200 грамм. Лежит. 200 плюс 437. Ты съехала, успел. 200 плюс 437, 630, короче, 650 грамм получается срезки. 0,65 умножить на 50. Я думаю, выпуск был очень интересный. Я надеюсь, что всем подписчикам понравился выпуск. И у меня такая есть просьба для зрителей. Ставьте лайк под видео, пишите комментарии. И самое главное, подписывайтесь на канал. Большая просьба, побольше комментариев. Это важно под видео. Комментарии. Почему? Потому что надо задавать вопросы и обсуждать какие-то темы, связанные с тематикой, которая показана на видео. Сейчас я туда отойду, подобью вторую посылочку, и мы заканчиваем наш выпуск. Общая сумма по второй посылочке у нас получается 1510 гривен. На третью у меня реально уже сил нет. Я думаю, может, завтра просто чуть подольше сделаем выпуск, побольше распаковок, так как сегодня у нас выпуск такой более, ну, тоже длительный, так скажем, получился. От себя хочу пожелать всем зрителям хорошего настроения, хорошего времяпровождения вечернего за ютубом. Самое главное, познавательных побольше и самых классных видео вам в ленту. Самого спокойного, мирного дня, мирного неба над головой, хорошей продуктивной недели и в целом хорошего дня и хорошего вечера. От себя хочу попросить еще раз, третий раз, наверное, уже прошу за видео. Ставьте лайки, пишите комментарии, подписывайтесь на канал. Огромное всем спасибо за просмотр и всем пока.